Друзья мои, всем привет! Сегодняшний репортаж начну с того, что покажу вам, какие покупочки я сделала на Озоне, что приобрела для себя и для себя любимой. А вдруг кому-нибудь пригодится? Ну, я надеюсь, что пригодится, потому что это выгодно. Да, это выгодно для семейного бюджета, сэкономить лишние пару сотен рублей. Так что вот, это бытовая химия, ну и не только бытовая химия, себе я любимую тоже немножко побаловала. Я когда начинаю себе заказывать что-нибудь на Озоне или на Валберисе, всегда сравниваю цену, беру там, где дешевле. Последний раз бытовую химию брала на Валберис. В прошлый раз была там она дешевле, а в этот раз дешевле она на Озоне. Ну что ж, начнем, пожалуй. Средства для мытья посуды фирмы Сенергетик. Многие наверняка знакомы с этой фирмой. Это экологически биоразлагаемая продукция. Подходит это средство для мытья и овощей, и игрушек, и посуды. Не сушит ручки, очень хорошо мылится. Вот если честно, не задумывалась над тем, насколько мне этого средства хватает. Ну, месяца на 2, наверное, точно. Вот специально сейчас засеку, когда начну и когда она у меня закончится, потом вам расскажу, насколько мне хватает этого средства. Так, дальше. Порошок Рефлект. Беру его уже не первый раз. Не первый. Это концентрированный порошок. Здесь 2. Я же не сказала, почем я брала с Энергетик. Сейчас скажу. На Валберисе он был 850, по-моему, а на Озоне 740. Вот, вспомнила. Порошок Рефлект. Концентрированный порошок. Здесь 2 килограмма хватает на 100 стирок. На 100. Вообще шикарнейше. Сейчас покажу. На стирку я кладу вот такие вот 2 мерные ложечки. Хватает тоже надолго. И стирает он хорошо. И работает он от 10 градусов. Да, такая тут умничаю всего, да? Ну, правда, порошок хороший. Ополаскиватель для белья тоже фирмы Сенергетик. Хватает его на 165 стирок. Брала я его, сейчас скажу, около 500 рублей. Да, очень хорошая была акция на него на Озоне. Там, кстати, можно попасть на шикарнейшие акции. Вот. Реликтовый лес. Аромат реликтовый лес. Ну, как пахнет реликтовый лес, я не знаю. Но вот на запах, ну, я бы не сказала, что пахнет лесом и хвоей. Такой вот он травянистый какой-то. Ну, вкусненький. Вот. Так, что еще? Вот такой порошок взяла. Здесь 900 грамм. Это тоже концентрат. Люблю порошки концентраты, очень экономные. Это чисто для белого белья. Здесь на стирочку идет 50 грамм. Ну, не красота ли, да? Так. Зубная паста Корея. 225 миллиграмм, 175 рублей. Шикарнейшая. Да. Ну и для себя любимый. Крем для рук. Крем для лица. Страна-производитель Корея. Не открывала еще. Сейчас хочу посмотреть. Вот, смотрите. Большой тюбик. Сколько здесь есть-то? 50 миллилитров. Ну, как обычные крема, да? Сейчас посмотрим, что за запах. Ой, все упаковано. 380, по-моему, рублей. Что-то такое. Ой, нежнейший запах. Ой, вкусно. Вкусно. Корейские крема вообще хорошие.
Так, давайте еще до конца откроем. Ну вот, это такой вот крем для рук тюбик. А здесь сколько у нас? Здесь 100 грамм. 180, по-моему, тоже рублей я его брала. Короче, все у меня куплено по акции, да. Экономлю я. Ну а почему бы и нет, если есть возможность сэкономить? Ну почему бы и нет? Вот так. Надеюсь, это кому-нибудь пригодится. Есть у меня еще заказики на Озоне. Там у меня несколько платьишек и обувь. Нужны мне еще одни мокасины, потому что нужны. Вот. Скоро пойдем примеряться. Наверное, денька через 2. И все вам покажу. Ну а сейчас я пошла в огород. Он у меня зарос. Прошли дожди. Погода стояла теплая, и пока я работала, караул. Сплошняком трава вылезла. Так что вот, кто со мной на прополку, пошли. Давайте для начала пройдемся по огороду. Я определю для себя фронт работ. И заодно посмотрим, что у меня и как растет. Да? Оп, одену платочек, потому что солнышко, а волосы на солнце выгорают, становятся такими сухими, жесткими. Опа, вот так вот. Вот она я, девочка-ромашка. Пошли. Для начала выпалю лук. Междурядье вот вчера уже прополола, и вчера прополола клубничку. Вот он у меня приживается уже все. После дождей, после теплой погоды начал расти. Прополю его сегодня и дам подкормку. Земляника Тоскана. Так, картошечка. Вот она какая. Видите, отличается, да? Одна пораньше, другая попозже. Сорта я имею в виду. Так, чесночок. Чесночок у меня тоже одна сторона прополта, а вот другая-то нет. И междурядье вот здесь вот тоже. Ой, темный лес. Темный лес. Щавель начал отрастать. Так, дальше. Вот, горох взошел. Так, как чувствует у меня капуста? Досадила я позавчера. Остались у меня, рассада осталась. Правда, она маленькая вон какая. Никому больше не надо было, я немножко досадила. Вот здесь вот. Поливать надо. А это вот недельной давности рассада. Вон растет. Ах ты, зараза, а. Я ж тебя обрызгала. Вот тля, пожалуйста. Биопрепараты вот не берут тлю. Так. Что еще? Отрастает моя ежевика. Не знаю, будут ягоды на ней, не будут. Так, вот капустка. О, все в траве. Все в траве. Ничего страшного. Так, зеленая моя грядка. Взошел шпинат. Взошла руккола. Так, а тут у меня сходу-то хоть есть какие-нибудь? Нет? А, есть. Мангольд я сеяла. Да, всходит. А вот тут вот хренушки. Ну ладно, подсею что-нибудь. Так, и салат должен быть. Где он? Вот он, среди травы. Ой, мамочки мои. Так, дальше. Томатная теплица. О, зацветать помидорки у меня начали уже. Вот половина подвязана, половина нет. Вот тоже надо подвязывать. И трава опять. И опять трава. Так, пошли. А, редисочка вот у меня еще. Новая партия. О, малипусечная еще. Вот базилик еще надо высаживать. Так, пошли посмотрим, что у меня с огурцами и тыквами. С огурцами, тыквами. Лилии скоро будут распускаться. Бутончики он набирает.
Так. Огурчики мои. Огурчики, огурчики. Вот тоже надо. Тыква, которую я сажала. Поливала вчера. Надо рыхлить все. 3 тыковки. А вот перец, ребята, у меня, я не знаю, в таком плачевном состоянии. Я прям вся расстроена. У меня в жизни такого перца не было. Как он попал под холода, под холод, под морозы, так и все. Стоит на месте. Кормила его. А вчера уж побрызгала еще раз. Дала еще одну подкормку и побрызгала HB. Как она? HB 101, что ли? Не знаю, что с ним будет. Ну, что будет, то и будет. Яблонька. Вот они, яблочки набираются, наливаются. Крыжовничек. О, на солнышке, да, как красота какая. Так, груша Адана. Это ранняя, сорт Лада. Грушки небольшие, сладкие. А вот это у меня смесь айва и груша. Это попозже. Прививали мы ее, прививали 2 раза. В том году, в этом году ничего не получается никак. Новые отростки вот пустила. Володя сказал, еще раз в следующем году привьет. Если не получится, то, наверное, вытащит ее, потому что она не очень-то вкусная. Еще один крыжовник. Сорт крыжовничка. Так, что еще показать-то? А, вот. Самую изюминку вам не показала. Самую изюминку. Во. Видали? Сплошняком укроп. Катастрофа. Не вытаскиваю его пока. Сейчас вот междурядье буду полоть, вытащу, конечно. Жду, пока еще чуть-чуть совсем подрастет, тогда уже его уберу в морозилку. Всходит морковочка. Вот здесь вот у меня 2 ряда. Представляете? Надо же так вот насеяться. Так, а здесь я сажала свеклу. Да, тоже всходит. Свеколка всходит. А вот как ее... Господи, забыл, как называется-то. А, фасоль. Сажала фасоль. В том году сажала, она мне не взошла. И в этом году что-то не хочет всходить. Не знаю, что-то не получается у меня. Вот, где фасоль? Не, один укроп. Ой, не могу. Так, а тут у меня летний чесночок. Тоже начал сходить. Ой, караул. Укропный ковер. Ну ничего, мы с ним справимся. И вот здесь вот высадила арбузы. 1, 2, 3, 4 штучки. Малинка распускается. Вот это вот мне не нравится. Хлороз это, да, называется. Вообще фигню купила от хлороза. Надо побрызгать тоже. На все надо время, а мне его не хватает. Не хватает. Ну ладно. Да, делов-то начать и закончить. Ну все, я полоть. Вы со мной? Тогда оставайтесь.
Вот он, страшный зверь-медведка. Молоденькая еще. Наелась моей вкусняшки, да? Плохо тебе. Не будешь лопать то, что не надо. Да, вот так вот. Без 15:02 у меня обеденный перерыв. Ой, и маленький перекурчик. Наварил себе пельменей с мазиком. Да, надо перекусить. А то что-то червячок мой в животе захотел есть. Вкуснота. Ой. Вкуснота. Ой, найти себе что-нибудь посмотреть. Так, это не пойдет. Это не пойдет. Так, это тоже не пойдет. А вот это дайте жалобную книгу. Ну что это такое, я прям не знаю. Хренотень какая-то. А вот тут неваляшка. Ну что, включу мультики тогда, что делать-то? 3 богатыря и кто? И наследница престола. Загоняли. Стой, покажи. Я меч нашла, а ты кольцо потерял? Где оно? Так ведь у нас же вчера мои тренировочные были. Ну я и снял, чтобы не пострадал. Сегодня заберу. Это кольцо обручальное для тебя просто мелочь, которую просто и забыть можно. 100 грамм не хватает. Ой, как вкусно.
Хорош квасок. Все. Полчаса отдыха. Ой. 40 минут поспала и что-то прям замерзла. Напялила на себя штаны, куртку, но жарковато. На улице жарковато. Зря, конечно, зря я утеплилась. Жарко. Пойду одену опять шорты. Время без 10:07 вечера. Прополочные работы на сегодня у меня закончены. Сейчас пойду полью. Ой, что я полью-то? Арбузы, кабачки и вот что досадила 5 кустиков капусты. И все. И пойду готовить ужин. Устала немножко. Но усталость-то она такая прям хорошая усталость, да. Не в тягость. Я люблю, мне нравится. Так что вот, пойду сейчас полью, пойду готовить ужин и увидимся с вами завтра.
Работой своей я осталась довольна. Иду готовить ужин.
утро следующего дня я вышла в теплицу, мне нужно подвязать и попасынковать помидоры. Ну, как утро? 9 часов. Я могла бы, конечно, выйти пораньше, но кое-какие домашние дела тоже были с утра. Протерла пыль, пропылесосила, помыла полы. Ну, короче, навела порядочек. Вскипятила воду, нажарила сухарей. Надо, чтобы они настоялись. Володя вечером будет квас менять. Вот он у нас в какой бутыли настаивается. Обещали плюс 21, но вот пока облачно, и солнышко периодически то выглянет, то спрячется за облачка и дует ветерок, поэтому работать в теплице одно удовольствие. Для начала поставлю опоры, где еще не поставлено. Ну, не успела. Ой, лохматая, господи, как чудовище. Стричься надо. Сейчас 2 дня. Кстати, я сейчас 2 дня отработаю, и с 10 числа у меня отпуск. 21 день. И на работу мне только 1 июля. Красота? Ну чё, погнали. Так. В том году колышки у меня, смотрите, согнулись от помидор. Решила купить подешевле, да? Получался, сколько он у меня? 20 рублей колышек. Погналась за как это? Господи, дешевизной. Вот, а не выдерживают. Металл тоненький, сгибается прям. Скупой платит дважды. Сколько раз я уже убеждалась на этой поговорке. Опа. Во, видали? Опа. Лес рядом. Слышно, как кукует кукушка. Давненько не была в лесу. Ну, некогда, да, сезон начался. Ну, ничего, скоро сходим. Прям душа просится туда, в лес погулять. Подышать лесным воздухом, послушать птичек, шум ручья, да? Сходим, скоро сходим. Ну все, колышки на месте. Ой, где я там? Вон она я. Колышки на месте. Попасынкую и привяжу. Можно, кстати, листики уже нижние некоторые обрезать. Фух. Ой, сейчас начнется от помидор все чесаться. Ой. Ну ничего, выпьем таблеточку от аллергии. Ух. Целое ведро. Пасынки выбрасывать не буду. Мне тут один умный дядечка сказал. Канал называется Иванова наука. Может быть, кто-то его смотрит. Вот буквально недавнее видео. Так что он сказал, что вот в этих вот пасынках содержится миллион всяких полезностей. Да, и когда вот мы обрываем их на помидорчиках, эти пасынки, помидор получает стресс и теряет какие-то там вещества. Вот, короче, вот эти пасынки заливаете кипятком. Настаиваете немного, ну, может быть, я не знаю, часов 5-6. Вот,
И потом разводите 1 к 10 и опрыскиваете помидоры, огурцы, баклажаны. Можно даже поливать всякие растюшки вот на стадии как раз развития. Вот. И они получают очень много всяких там элементов. Но кому интересно, какие это элементы, я, конечно же, не запомнила. Запомнила только то, что это очень полезно. Вот. Откройте канал Иванова Наука, там он, это биолог, смотрю я его давно, с Белоруссии, мужчина из Белоруссии. Так что вот, пойду залью. Пасынки я заварила, а к вечеру они у меня настоятся, и я побрызгаю помидорчики. Становится очень жарко, пойду открою вторую дверь. Так, ну что ж, займемся подвязкой. Так, где мне ножницы-то? Вот они. Остаток прошлогоднего шнура. Ну, я уже купила новенький. Все мне это пригодится. Опа. Так. В перчатках бантики завязывать невозможно. Сейчас руки все будут зеленые. Завязываю не на узелок, завязываю на бантик, чтобы можно было чтобы можно было, короче, перевязать, ежели чего. Началось. Ой, пойду схожу еще за одним моточком. О, новенький. Как же все дорожает, хочу я вам сказать. Вот моток. 165 рублей. И то он обошелся мне со скидкой, потому что я брала у себя в магазине. Ну, не знаю, что будет дальше, а что дальше, да? Только все дорожать и дорожать будет. Ничего никогда не дешевеет. Ладно, не будем о грустном. А куда я пошла? Ой! Так, из серединки мотается? Да нет. А мне надо, чтобы из серединки мотался. Сейчас мы это дело исправим. Ну, чтобы уж тянуться, нет. Нет, не будет. Ну, ладно. Вот так поставим. Придется отрезать. Не хочет. Ну, ладно. Еще и плохая намотка. Безобразие просто. Ура! Подвязка завершена. Ой, осталось мне только убрать вот тут вот в середине траву. Но это дело 10 минут. Становится все жарче и жарче. Ой, с теплицей я справилась. Теперь вернусь в нее только вечером. Для того, чтобы обрыскать, дать витаминчики нашим помидоркам. Руки зеленющие. Пойду вымою.
Отмывается эта зелень с трудом, да намажу кремом, а то чесаться будут. И продолжу свои дела. Посмотрела, сколько время. 15 минут 12-го. Во как, да? Вышла я сюда без 10:09. Ну, вот сейчас пока пропалю, будет 11:30. 2,5 часа. А с экрана все так кажется быстро-быстро, да? Ух, так, где мое оружие? О! Друзья мои, у меня полный порядок. Полный порядок. Смотрите, что покажу. Завязывается острый перчик. Называется он колокольчик. Смотрите, какие интересные плодики. А? На колокольчики похоже, да? Ой, набежала туча. Где она? Вот она. Маленькая совсем, малюпонькая. Брызгает дождик. Ветер поднялся. О. Ну ладно, нам она не страшна. Ой, маленький 10-минутный перерывчик. Мне так хочется вам кое-что показать. Но я рискую оказаться в немилости. А показать очень хочется. Это очередные дела мужа. Но он меня ругает. И давайте, это будет наш с вами секретик. Ну, пожалуйста, не выдавайте меня. Кто знает лично моего мужа, кто с ним знаком, пожалуйста, не спрашивайте его ни о чем, ладно? И не рассказывайте то, что вы где-то что-то видели. Потому что были такие случаи, да. Приходит он мне с работы и высказывает. Опять что-то выложила. И бухтеть начинает. Ну, что я выложить? Ничего не выложила. Дела только его показываю. Больше ничего такого не показываю, да? Но ему все равно не нравится, он все равно бухтит. Вот. Но я же все равно подглядываю. Я где-нибудь все равно подглядываю за ним и показываю. Ну и бухтит он, правда, не всегда. Так что вот, договорились, да? Не выдавайте меня, пожалуйста. Кто меня постоянно смотрит и не пропускает ни одного видео, тот знает. Вот здесь вот у нас был дровник. Володя, ну ладно уж покажу. Володя переложил дрова вот сюда вот за баню. Вот они. Потому что вот здесь вот будет укладывать плитку. Вот. И когда дрова ты убрал, вот эти вот балки деревянные, ну, эти целые, а вот эта вот нижняя была сгнившая. Ну, сколько? Лет 20, наверное, стоит этот... А как это назвать? Я не знаю. Стеллаж, не знаю, как это называется. Вот. 20 лет простоял, ну, не знаю. Может быть, из-за того, что за дровами плохо внизу проветривалось, не знаю. Короче, сгнила. Деревянная балка сгнила, и вот ему приходится теперь переделывать. Теперь это все железное. Швеллер покрасил, вот это вот все железное. Так что вот. Думал, что когда уберет дрова, то сразу начнут укладывать плитку. А тут вдруг вот такое дельце нежданно-негаданно нарисовалось. Вот она, эта нижняя балка. Брус. Вот. Прям сыпется. Сгнил. Ну, пойдет теперь на дрова. Тучка улетучилась. А я иду дальше. А дальше я иду наводить порядок вот здесь вот.
Здесь у меня сидит земляника, алибаба. Укропчик сейчас вытащу и прорыхлю, и пропалю, и прорыхлю. Во, какой букетище нарвала. Пахнет как. Отдам Сережке с Элиной. Они очень любят укроп в любом виде. В сушеном, что его еще солят, да, в замороженном, в любом. Отдам им, пусть заготавливают для себя. Некогда мне с тобой играть. Некогда. Хватит, говорю. И здесь порядок. Ветер такой сильный у нас, но он теплый, теплый. 21 градус, хоть немножко на солнышке обдувает. Так. И осталось самое страшное. О! Но это я оставлю на вечер. А вернее, на день, наверное. Не знаю, как правильно сказать. Володя мне придет в 4 часа, накормлю его, и после 4 займусь вот здесь вот прополкой. А до 4 перерыв. О, какой ветер падает. Перекур с дремотой. Пойду пообедаю и полежу маленько. Ой. После обеда все-таки набежала тучка, и был дождик, но очень-очень маленький. Покапало совсем немножко. Вон, землю даже не намочила. Вон. Ну что ж, предстоит вот здесь сейчас работа мне. Вон сколько укроп надергала. А, красотища! Пошел мелкий-мелкий дождик. Стою в вольере, принесла тяпочки на место. И солнышко, и дождик. Красотища! Ух, какой припустила! Вот так. Ребята пришли с собакой гулять. Ну ничего, он скоро кончится, тучка маленькая. Видишь, как я вовремя закончила полоть? Тучи-то нет. Откуда льет? Вон она, маленькая-маленькая, набежала. Красота. Солнце светит, дождь идет. Радуга, наверное, должна быть. Точно.
Он вырисовывается. А? Я не знаю, видно вам или нет, но радуги две. Одна бледная, другая поярче. Ой, красотища. Ох, радости-то сколько. Гулять пойдет, а? Я залезла на лестницу. Тут на гараже, на второй этаж. Мне сверху видно все, ты так и знай. Время почти 6:30 вечера. На сегодня прополка моя закончилась. Дело сдвинулось с мертвой точки, да, вот. Уже и морковочку стало видно. Свекла вот только у меня вот здесь, похоже, медведка пробежалась. О, раз и два, и все. А вот здесь вот хорошо. По 2 семечка рассажу. Мне хватит. Доделаю, не знаю, когда. Завтра на работу. Муж после работы, ну, не знаю, посмотрю. Как будет настроение и какая будет погода. Ну а что, вот дождик-то, да, вроде сильный был, а землю совсем не промочил. Конечно, морковку поливать надо. Сухая земля совсем. Все, пошла поливать помидорки. Ой, нет, так не пойдет. Протяну я, наверное, все-таки. Ой, шланчик, да? А то мне тут с лейками насыпется. Неохота. Вот это дело будет. Опа. Ой, тут жарко. Ой, а мне принесли букетик. Дети вернулись с прогулки. А где нарвали-то? В лесу, в поле? Ничего себе. Красотища какая, да? Ой. Очень удобная штука. Вот видишь, я разговариваю, а меня там поливает само. Вообще шикардос. Ну что, пошли домой? Что это? Ой, красивая, да, какая? Смотрите, что мне принесли. А, подожди, сейчас положу. А где ты ее нашла-то? На листочке. Почти в двор заползала. В двор, на листочке, говорю. Ага, смотрите, какая красотища. Я вам там такую видал. Где? Где ты большой видел? Так это был. Тут березы. А на металлобазе сколько их? Вот там, где ПНДшная труба. Во! Ага. Я пошла по территории, то там маленько прибраться, а их там прям вот и такие кучи сидят целые. Красивые. Посмотри, есть у тебя? В смысле? Поливать одно удовольствие. Умничка какой у меня, да, Владимир Анатольевич? Штуку мне какую поливальную сделал. Красота. Ну и последнее на сегодня мое дело. Сейчас растворчиком обрызгаю помидорки. Так, 1 к 10, да? Значит, пол-литра на 10. Вот так. Так, ситечко где-то было. Ой, где-то было сито. Еще долью. Вот так. Так, ну а теперь воды. А теперь воды. Ой.
Ну вот и все. Дела на сегодня мои закончены. И репортаж тоже буду заканчивать. Спасибо, что были со мной, помогали мне в моих делах. Все, пока. До новых встреч!